Всем привет! В этом видео речь пойдет про еще один способ изготовления печатных плат с помощью лазерного гравера. Скажу сразу, этот способ мне понравился больше предыдущего. Все началось с того, что я решил сделать очередную самоделку и воспользоваться способом изготовления печатных плат из предыдущего видео на эту тематику. Сейчас на экране должна появиться ссылка на него. Суть этого метода в том, чтобы покрасить всю плату целиком акриловой краской, а затем сжечь лишнюю краску лазером. Такой метод, конечно, имеет место быть, но у него есть один неприятный для меня недостаток. Сожженная акриловая краска плохо отмывается. Ее нужно довольно долго смывать, и это не очень-то интересно. Конечно, хотелось бы найти такой метод, в котором ничего отмывать перед травлением не придется. И в то же время он должен быть простой, доступный и безопасный для использования в квартире. И похоже, я нашел такой метод. Чтобы показать его в действии, изготовлю эту же плату еще несколько раз. Возьму новую заготовку под плату, на всякий случай обезжирю ее спиртом. Теперь наклею сверху обычную самоклеющуюся бумагу. Я ее покупал для того, чтобы снять видео про тест лазера, и она у меня все еще не закончилась. Дальше буду выжигать позитивный шаблон на этой бумаге. Позитивный шаблон выжигается гораздо быстрее. Лазер замедляет свой ход только там, где ему встречаются дорожки, а там, где их нет, он перемещается быстро. Таким образом, чем меньше дорожек на плате и чем они тоньше, тем быстрее она будет выжигаться. Скорость перемещения лазера также зависит от мощности, которая выставляется перед гравировкой. Также можно настроить выжигание по траектории, и тогда гравировка будет происходить еще быстрее. Про это у меня тоже есть отдельное видео на канале. Сейчас должна появиться подсказка со ссылкой на это видео. Вот так заготовка выглядит после гравировки. Дальше обычной кисточкой я стряхиваю пепел. В магазине для радиолюбителей я приобрел черный цапан лак. Наношу его через получившийся трафарет на поверхность меди. Остатки пепла не должны помешать, они свяжутся этим лаком и прилипнут к плате. Этот лак сохнет 15 минут. После бумагу можно отклеивать. Это удобно делать скальпелем. Отклеивать нужно очень аккуратно. Дело в том, что лак прилипает не только к меди, но и к бумаге, образуя единый слой. И при отклеивании может отклеиться вместе с бумагой. Так у меня и получилось. Некоторые дорожки отклеились, но их контур остался на плате. Поэтому я просто нарисую их заново перманентным маркером.
Попробую сделать такой трафарет еще раз, но теперь воспользуюсь другой краской. Еще раз отправляю эту заготовку на гравировку, но уже с другой стороны. Стряхиваю пепел кисточкой. Теперь буду красить тем же перманентным маркером. Его чернила образуют очень тонкий слой, и потому они не отклеиваются вместе с бумагой. Еще один плюс перманентного маркера в том, что он высыхает моментально. Ждать 15 минут не нужно, можно сразу отклеивать. Бумага с этой стороны отклеивается намного хуже, видимо потому что она была приклеена дольше. Но может быть так даже лучше, покажу вам один лайфхак. После отклеивания остались небольшие следы клея на меди. Их можно удалить с помощью наклейки. Это и есть тот лайфхак, про который я говорил. Остатки от наклейки можно удалить этой же наклейкой. Как видите, краска держится прочно и вместе со скотчем не отлипает. Это одна из причин, по которой мне нравится этот метод. Толщина знаков плюс и минус всего 0,2 мм, и они остаются на плате даже после скотча. Интересно, а если воспользоваться утюжным методом или фоторезистом, то защитный слой будет держаться так же прочно? Когда я ими пользовался, то не проверял этого. Травить буду в растворе хлористого железа. Дело было уже ночью, и я решил оставить плату в растворе до утра. В итоге местами она вытравилась слишком сильно. После травления плату нужно зачистить наждачной бумагой со стороны, где был лак, а остатки перманентного маркера можно стереть спиртом.
Плата, выкрашенная маркером, сохранилась лучше. Даже знаки плюс и минус уцелели. Ширина дорожек там всего 0,2 мм. Думаю, если потренироваться, то можно научиться делать и такие тонкие дорожки. Но мне такие пока не нужны. Дальше буду сверлить отверстия. В этот раз я подготовился к этой операции более тщательно. Сейчас я делаю плату, которой планирую пользоваться. И я не поленился сходить в магазин и купить сверло диаметром 0,8 мм. В прошлый раз я сверлил сверлом 1,5 мм. Чтобы сверло не уводило в сторону, в начале сверления буду использовать вот такую фрезу. Она твердая и с ней легче контролировать место начала сверления. Такой фрезой также удобно делать продолговатые отверстия. Снимать видео и выполнять такую точную работу очень неудобно. Мне бы хотелось придвинуться к детали ближе и склониться над ней, но если я так сделаю, то будет не видно, что я делаю. Поэтому остальную работу я сделаю за кадром. Еще наш глаз воспринимает объекты относительно их размера. Если при сверлении промахнуться всего на полмиллиметра, то это будет очень заметно. Будет казаться, что промахнулись на полметра. Теперь плату нужно залудить. Наношу спиртовой раствор канифоли. Конечно же, есть много других способов изготовления печатных плат в домашних условиях. Но этот способ изготовления печатных плат мне очень понравился. Если у вас есть достаточно мощный лазерный гравер, советую его попробовать. По-моему, все очень просто, надежно и достаточно быстро. Чернила для перманентного маркера также продаются в флакончиках. Но когда они в тонком маркере, то ими пользоваться удобнее. Видимо, не обязательно использовать самоклеющуюся бумагу. Можно использовать обычную бумагу с каким-то клеем. Но с каким именно, пока непонятно. Я нигде не подсматривал этот способ изготовления печатных плат. Интересно, я первый, кто догадался делать печатные платы таким образом или нет? Есть и другие способы изготовления печатных плат с помощью лазерного гравера. Под прошлым видео подписчики оставляли комментарии о том, как еще это можно попробовать сделать. А также у меня есть и свои догадки по этому поводу. Может быть, займусь этим позже. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание. Ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.